Уважаемые подписчики, сегодня предлагаю испечь французский гречневый хлеб с семечками. Для начала сделаем ферментолиз. Для этого смешаем муку из гречки, пшеничную муку высшего сорта, примерно 12-13% белка, и активную закваску 100% влажности. Я использую закваску пшеничную, но вы также можете использовать и закваску ржаную. Для французских хлебов это достаточно распространенная практика. Добавляем воду примерно 16-18 градусов и хорошо перемешиваем таким образом, чтобы нигде не осталось сухой муки. Накрываем смесь шапочкой для душа и оставляем на кухонном столе примерно на полчаса. После этого добавляем дрожжи. Дрожжи добавляем опционно. Вы можете обойтись полностью без них, а можете добавить, как я, примерно 2 грамма свежих дрожжей или щепотку сухих. Все хорошо замешиваем и затем по прошествии некоторого времени добавляем соль. Соль необходимо добавлять с небольшой задержкой для того, чтобы дать возможность клейковинному каркасу достаточно хорошо развиться. Соль вносится примерно на стадии, когда клейковинный каркас развил примерно на 80%. Вот, смотрим состояние клейковинного каркаса. Мы видим, что он еще недостаточно хорошо развит, и мы продолжаем замес еще 1-2 минуты. Вы также можете замешивать без тестомеса, а делая это руками. Для этого вам нужно будет делать складывание на протяжении 2,5-3 часов каждые полчаса. Вот мы видим, что клейковинный каркас уже у нас достаточно хорошо развился. И теперь можно добавить семена. Семена добавляем на самой низкой скорости, для того, чтобы они не повредили структуру клейковинного каркаса. И хорошо перемешиваем. Мой опыт показывает, что семена хорошо вмешивать руками, так как тестомес с этим справляется не очень хорошо. Поэтому я делаю замес некоторое время, а затем полностью вмешиваю их просто при помощи руки. Вот мы замешиваем на низкой скорости. Тесто у нас примерно 80% влажности. Если вам некомфортно работать с таким влажным тестом, вы можете снизить влажность до примерно 70-75%. Можете просто ограничиться той водой, которую мы использовали для ферментолиза, и не добавлять воду впоследствии. То есть этот рецепт, он на самом деле очень гибкий. Вы можете регулировать как влажность теста, так и использование коммерческих дрожжей. Желаемая температура теста 24 градуса. Это достаточно стандартная величина для французских рецептов. Все накрываем и оставляем примерно на 1,5 часа при комнатной температуре. Как я уже сказала, если вы делаете замес руками, а не при помощи тестомеса, то на протяжении
всего времени брожения вам необходимо делать складывание вот таким вот образом каждые полчаса. Соль вносится сразу после ферментолиза, так же как и при замесе тестомеса. Затем еще раз оставляем на 1 час и делаем предформовку. Для этого присыпаем поверхность стола мукой и осторожно выкладываем тесто, стараясь сохранять в нем газ. Традиционно французские хлеба имеют достаточно небольшой вес, поэтому вот из такого объема теста на 500 грамм муки у нас получается 2 хлеба. Для Северной и Центральной Европы из такого количества муки традиционно делается 1 буханка хлеба, а для французской традиции получается 2. Делаем предварительную формовку вот таким вот образом, слегка подкатывая в шар, и оставляем под тканью примерно на 20-30 минут. Стараемся, чтобы вес заготовок был примерно одинаковый, поэтому корректируем вес на глаз. А можно использовать весы. Накрываем и оставляем примерно на 20-30 минут. После этого делаем формовку. Формуем хлеб в батарды. Можем также формовать в були, то есть круглые заготовки. И выкладываем в корзину для расстойки. Также можно просто расстаивать на куше, то есть на льняной ткани, что для французской традиции наиболее характерно. То есть вот такой хлеб традиционно расстаивается на ткани, просто без корзинки. Но мне нравится расстаивать в корзинке, особенно потому, что тесто у меня достаточно влажное. Ну, вы можете, как я уже сказала, расстаивать на ткани. Расстойка может быть короткой, как в моем случае, примерно 1 час, потому что я использую коммерческие дрожжи. Вы также можете расстаивать в холодильнике 12, 16, 18 часов. Ну, в таком случае я вам посоветую не использовать коммерческие дрожжи, а просто ограничиться закваской. То есть этот рецепт очень гибкий, и вы можете подстраивать его под свои нужды и предпочтения. Вот так вот выкладываем заготовки в корзину, подтягиваем при помощи техники стичинга или пеленания и оставляем на кухонном столе при комнатной температуре примерно на 1 час. Если вы будете расстаивать в холодильнике, оставляйте заготовки примерно на 40-60 минут, а затем убирайте в холодильник при температуре 4-5 градусов. Но опять же повторюсь, в таком случае коммерческие дрожжи не используются. Выпекаем с паром первые 10 минут при температуре 240 градусов, а затем без пара еще 20 минут при температуре 230 градусов. Заготовки можно не надрезать, то есть дать им порваться рустикальным образом там, где
это произойдет естественным образом, а можно сделать ромбовидный надрез в зависимости от ваших предпочтений. Вот мы видим, что тесто у меня очень влажное, поэтому надрезы получаются немножечко рваными, но это не принципиально. Если вы будете расстаивать длительное время в холодильнике, то тесто у вас схватится и разрезы будут более чистыми. Остываем хлеб на решетке до температуры 28 градусов внутри мякиша. Это занимает примерно 2 часа. Затем можно нарезать. Это очень универсальный хлеб, мягкий, воздушный, с очень тонкой, хрустящей корочкой, который подойдет к самым разным блюдам. Если вам понравилось это видео и вы нашли его полезным, я буду признательна и благодарна, если вы подпишитесь на мой канал, поставите лайк, а может быть, разместите ссылку на это видео в своих социальных сетях. Пеките на здоровье!